Всем доброй ночи, друзья мои. Поскольку я решила постепенно снимать свои предсказания, которые на весь год будут сопровождать вас и показывать правильное направление, и что делать, и как поступать в этом году, чтобы целее быть. И поскольку я поменяла немного тактику и решила более подробно и без прямых эфиров дарить вам свои прогнозы, то вот постепенно к этому иду. Усталость берет верх. Начало года, много дел. Но уже все, что было сказано в первых роликах, предсказания 2022, уже сбывается с молниеносной скоростью. И, естественно, люди ждут и дальнейшие. Поскольку в Казахстане творится это все, я решила начать с Казахстана, наверное, подробно рассказать о тех странах, которые особенно нуждаются в этом предсказании. Если помните, 3 года назад я предсказала, что будет в Казахстане. Я сказала, что если у кого есть разум, уезжайте оттуда. Там будет твориться страшно. И чем дальше, тем страшнее. Я сказала, что радикалы там появятся. Я сказала, что Турция попытается с помощью своих взбудоражить тюркский мир. Я сказала, что уйдет Назарбаев. Это было невероятно. Все накинулись на меня. Назарбаев ушел. И все, что было сказано о Казахстане, об этих народных стычках, о грабежах, о том, что лет 15 в Казахстане будет твориться страшное. Помните, что делал народ после моих предсказаний? Вы говорите, говорите, пожалуйста, предупреждайте. Я иногда думаю, а достойны ли люди знать правду? Потому что вот пока эта правда не постучится в их дверь, они оскорбляют, унижают, угрожают убить того человека, который хочет им помочь, предупредить и объяснить, что ожидает их в ближайшее время. Были угрозы. Угрозы расправы. Писали мне проклятие. Одна женщина в Казахстане пошла в прокуратуру, написала на меня заявление, что я оскорбляю народ Казахстана, мы дружные, все у нас хорошо, кто ты такая. Мне еще написала, я вас уведомляю, что я написала прокуратуру Казахстана. Я говорю, да пишите хоть папе римскому. Но все, что я сказала, оно будет сбываться, и никуда вы не денетесь, потому что это не мое желание, господа. Я решила немного повременить, чуть позже снять про Казахстан, и объясню почему. Я хотела, чтобы эти события начали уже происходить, то, что я тогда сказала. Чтобы люди, быть может, уже поняли, что если человек, которому дано видеть будущее, вам говорит, надо этого человека не оскорблять и не грозиться смертоубийством, а прислушаться к этому человеку. Вы помните, что творилось, вы помните, какое преследование началось. Вы помните, сколько гневных роликов было против меня снято, сколько грязи, проклятий, сколько раз меня обозвали шарлатанкой, которая оскорбляет нас и так далее. Вот все, что было сказано 3 года назад, сбывается уже. Вы хотите узнать дальше, что будет? Я вам скажу. Итак, дорогие друзья, революцию в Казахстане профинансировали Турция и Америка. Казахстан – это опора
границы России, и Казахстан должен был упасть. Казахстан последует примеру Грузии, Украины и Армении. Там будут антироссийские лозунги. Там начнется сейчас на почве национализма убийство. Я хочу вам сказать, что вас обманывают. Там более 600 человек уже убиты. Я хочу сказать женщинам: спасите своих детей и тех, которые солдаты, и которых захватили. Потому что они могут не вернуться живыми оттуда. Вам нужно немедленно делать нечто, пока не поздно. Вам желательно найти людей, которые смогут найти с ними общий язык, и ваших детей вернут. Начнут грабить богатые дома. Элита будет убегать. Я хочу сказать властям Казахстана, что все, что происходит, это на вашей совести. Ваше безразличие к населению, ваше наплевательство к своему народу дало возможность некоторым силам воспользоваться этой ситуацией и внести туда хаос. Войдут ли в Казахстан войска другого государства, чтобы спасти? Нет. Могут отдельные подразделения зайти для помощи своих граждан, которые находятся в Казахстане. Но чтобы такие огромные армии двинулись на Казахстан помочь правительству, этого не сделают. Теперь элита будет сбегать, очень много будет ограбленных домов, банков, сожженных гостиниц. Я вам всем сказала, что самая мирная страна, которая мирная, не лучше живущая, не самая богато живущая, нет, но мирная страна и уверенная в своих силах, оазис в мире, который останется, это будет Россия. Ближайшие 20 лет точно. Помните, я говорила, что радикалы едут в Казахстан, и радикалы со своими радикальными желаниями установить различные законы тех самых стран, республик, которые, собственно говоря, лежат сейчас в руинах из-за этих радикалов, они все хлынули в Казахстан. Вот все после войны в Арцахе оставшиеся без дела боевики, которые, собственно, были обмануты правительством, которым ничего не дали, которым дали только возможность уйти живыми. Они все перебрались через Каспию в Казахстан. И для них абсолютно не имеет никакого значения слезы этого народа. Они им чужие, им абсолютно наплевать. У них желание грабежа, у них желание наживы, и они это будут делать. Если помните, я говорила, что придет такой момент, когда будут заходить в дома просто и убивать хозяев и забирать все, что им хочется. Господа, вам напомнить мои предсказания? Откройте, пожалуйста, мои предсказания и посмотрите 3 года назад. И вспомните, что вы из своей республики мне писали, какие угрозы, какую грязь лили на мою голову. Вопреки тебе, в Казахстане все будет прекрасно и хорошо, да кто ты такая и так далее. Кто я такая, я знаю прекрасно. Я не злорадствую. Я просто говорю, что я тогда вам сказала и убедительно попросила даже все разумные люди, уезжайте оттуда хотя бы лет на 15, пока не поздно. Потому что потом будет очень тяжело оттуда выбираться и выходить. Будут гореть дома, будут разрушаться памятники,
будут уничтожаться музеи. Они решили просто радикально обнулить все, что после Советского Союза было сделано. К другим народам будет ужасная агрессия. Сейчас они с гор спускают определенные народности. Я не хочу их называть специально. Я думаю, что в Казахстане все знают, кто там больше не то что воинственный, а кто более такой, знаете, не против ограбить своих соседей. И они идут в города, ничего хорошего от них не ждите. В Казахстане придут к власти западники. Начнутся аресты, начнутся политические преследования, начнутся убийства. Не выдержит эта власть, она уже не выдержала. Эта власть не слышала свой народ, не придавала значения. В развлечениях и в своих удовольствиях просто заглушили свою совесть и не слышали свой народ, а надо было услышать народ. Когда ты не слышишь свой народ, то твой народ услышит другие, но услышит так, как им удобно и выгодно. И они, обещая мир, покой, процветание Казахстана и прочее, придут к власти. Первое, что они будут говорить, это антироссийская пропаганда. Уважаемый русский народ, живущий там, уходите. Я вам говорила это 3 года назад, говорю сейчас. Армяне, живущие в Казахстане, они прекрасно помнят, что 3 года назад были стычки между вами. Вам было сказано, хотите остаться в живых, уходите. Помните? Не будут жалеть никого. Ничьи деньги никого не спасут. Единственное, что вам позволит уйти без имущества. Просто вот голыми оттуда. Не хочется вам говорить, но надо было слушать умного человека. На 15 лет в Казахстане ничего хорошего не ждите. Пока они основательно не разрушат все. Теперь они пришли к власти, говоря о том, что наши земли, убирайтесь отсюда все. Да, они захватят эти все фабрики, они захватят эти рестораны, ограбят. Но дальше что с ними делать, они не знают. И поэтому будет упадок экономический. В Казахстане 30% населения станет меньше. Они будут уезжать в ближайшие 10 лет. Далее. Абсолютно антироссийская пропаганда. Ненависть ко всем инородцам. Ненависть до такой степени, что там будет просто невозможно жить. Далее. Отдавание за большие деньги, конечно, определенных земель китайцам. Сначала под видом аренды, потом уже постепенно перейдет к ним. Далее. Турки. Турки, которые с китайцами вступают в сговор на территории Казахстана для того, чтобы самые основные объекты просто перетянуть на себя, купить. Турецкий мир. Уважаемый народ, тебя уже продали. И сейчас твой яростный, правдивый гнев использует совершенно в другом назначении. Ты думаешь, что ты спасаешь Родину, а ты ее сейчас губишь. Точно так же, как было в Армении, в Грузии, на Украине. Сначала молодые головы пришли к власти, привели к власти кровавую хунту, потом они создали войну, избавились от этих молодых. Остались основное количество того населения, которое не может сопротивляться, и с тем населением они делают все, что хотят. Теперь Казахстан превращается во вторую Украину, которая будет постепенно терять свои земли, свои богатства. Вот эта сплоченность народов Казахстана абсолютно разрушится, потому что вот эта пропаганда «убирайтесь отсюда, не казахи», он будет действовать очень
долго и очень страшно аукнется и очень надолго. 15 лет в Казахстане просвета не вижу. Хотелось бы сказать вам что-нибудь хорошее, но грабеж. Армия тоже встанет. Сейчас они берут в плен солдат, но через некоторое время генералы армии Казахстана перейдут на их сторону. Им заплатят деньги, их уговорят. Чтобы не потерять свою жизнь и имущество, они согласятся на это. Будет временное правительство. Потом придут прозападные люди, которые будут грабить еще больше, чем при Назарбаеве. Если при Назарбаеве хотя бы престиж страны имелся, и страна была сильной, и со страной это и считались, сейчас Казахстан, который всегда был центром Азии, и там проводились саммиты, и просто с Казахстаном считались как с одним из таких мощных, сильных государств. Сейчас Казахстан просто будут разрывать в клочья. Все народности, малые народности Казахстана, они будут требовать автономии, разделения, начнутся гражданские стычки, войны, будут армию бросать то сюда, то туда, аресты, убийства, политические убийства, захват имущества людей. Там невыносимо будет жить, к большому сожалению. Но сейчас народ просто парализованно за этим наблюдает, а многие в этом участвуют. И участвуют за деньги, молодежь. Им заплатили, им обещали хорошие должности, хорошую жизнь. Они участвуют в уничтожении своей страны. Они себе подписывают смертный приговор. Потом от них же избавятся. Как это сделали в Грузии. В Грузии молодежь привела к власти Саакашвили. Потом Саакашвили создал войну. Эту молодежь уничтожил. Все, сопротивления больше не было. До того момента, пока грузины все-таки нашли в себе мудрость его выкинуть. На Украине еще не могут ничего сделать. Но Грузия потеряла окончательно Осетию и Абхазию. На Украине привели к власти молодые, привели к власти эту хунту. Украина затеяла войну, молодых уничтожила это поколение. И Украина потеряла Крым, Украина потеряла свои земли безвозвратно. Все. В Армении молодые привели к власти эту хунту кровавую. В Армении создали войну, уничтожили то поколение, которое их привело к власти, и потеряли земли. Мне даже ничего нового говорить не нужно. Вы идете по тому же сценарию. Кто виноват в этом? В этом виновата власть, которая не слышала свой народ. И кто-то воспользовался этим моментом и под праведным гневом народа, скажем так, протолкнул свою идею, свои мысли. Последует ли какая-либо страна, к примеру, Казахстана? Последует, но я об этом более подробно скажу, когда буду снимать про СНГ. Я обещаю вам в ближайшие дни это сделать. Просто мне нужно было набраться сил. Это слишком сложно. Такой информационный поток, который идет, нелегко и непросто, понимаете, вот это все через себя пропустить и говорить все. Но мне даже не нужно было снимать. Я об этом сказала 3 года назад. Будут ли убийства политиков? Будут. Будут много убийств. Вооруженные убийства, то есть имею в виду перестрелки, поножовщина. Сейчас будут грабить оружейные магазины, склады. В Казахстане сгорит огромный склад. Если помните, я как-то сказала, что в Казахстане что-то сгорит такое страшное. И, по-моему, сгорел, да, как-то склад, и много километров люди бежали. Это все потому, уважаемые власти Казахстана, что ваш народ вас просил, умолял, говорил, не мог достучаться, что тяжело, трудно живется. Слишком ваши дети избалованные, радостные, с презрительной улыбкой проезжают, когда людям есть нечего. Вам говорили, говорили, говорили. Вы думали, что этот народ будет терпеть вечно.
кто-то пришел и пообещал этому народу спасение. Этот народ повелся, не понимая, что он идет в более страшный капкан для себя и для своих детей. И еще раз вам говорю, разумные люди, уезжайте оттуда, вы ничего сейчас не сделаете. Пока народ не убедится в том, что те, которые сейчас пришли, хуже миллион раз, чем прошлые, этот народ пока сам не поднимется, чтобы их скинуть, вы их не убедите. Вы просто наткнетесь на стену непонимания. Вас не будут понимать. Сейчас будут защитники этой революции. Каждая революция приносила кровь. Ни одна революция не привела ничего хорошего ни одной стране. И вот пока этот народ не почувствует то же самое, когда из сильной страны становится в жалкое подобие территории. Вспомните статус Грузии. Сильная страна, богатая страна, вокруг моря. Сейчас постоянные столкновения, постоянные митинги, постоянная ненависть друг к другу, западная грязь, которая туда стеклась. Вспомните Украину. Сильная страна, богатая страна. Посмотрите сейчас, какая клоунада творится, кто там правит, как народ от этого всего устал, как все это надоело, как стыдно, как стрёмно, как позорно, когда они идут в эту Европу и над ними смеются просто как над нищими, несчастными. Вспомните Армению, которая победила, которая вернула свои земли, которая гордилась этим, когда туризм развивался, когда люди просто отсюда даже ездили отдыхать в Армению, в Ереван, потому что выше там обслуживание, все прекрасно. И посмотрите, какое подобие просто, жалкое подобие территории, погибшие дети, километры кладбища. И с каждой страной это случилось. Один и тот же сценарий везде. Почему вы не слышите, когда вам говорят? Почему вы ждете, пока это случится, чтобы вы поверили, что этот человек ничего против вас не имел, и никак не хотел вас обидеть, задеть, наоборот, хотел вас предупредить? Та женщина, которая побежала в Казахстане на меня в прокуратуру заявление написать о том, что я про Казахстан какие-то вещи говорю нехорошие. Женщина, ты меня слышишь? Как ты теперь? Может, опять в прокуратуру побежишь? Напишешь на меня заявление? Друзья мои, мне нечего сказать хорошего, к сожалению. Власти Казахстана – это марионетки сейчас Турции и США. И там поднимется религиозный радикализм, там начнется просто смертоубийство всех, кто иностранец, инородец. Там будут выметать этих людей, выгонять прям голышом. Вспомните 90-е? С одним чемоданом будете уезжать. Надо было раньше уйти. Что сказать народу? Начитывайте, наверное, защиту себе, чтобы пережить этот момент и уехать оттуда. Будут защитники революции, будут восхвалять новую власть. Наконец-то мы избавились. Эти вот, которые ставленники России, нам не были нужны, интересны. И все такое. Вот превратиться в абсолютную клоунаду. Вы когда-то гордились своим предводителем, да, президентом, который объединил народ, и вы говорили, наш Казахстан, он сильный, мы здесь живем, это наша родина. Скоро вам будет очень стыдно. Потому что вот эти власти марионеточные затеют там тот же самый вот этот кардебалет кровавый, ту же самую грязь. Это неразбериха, когда выходишь на улицу, грабят тебя, и никого нету, чтобы там спасти и так далее. Вы хотели избавиться от этих клановых взаимоотношений, придут клановые взаимоотношения еще хуже и страшнее. Хотели от коррупции избавиться, коррупция будет еще больше, будут просто в наглую продавать вашу страну перед вашими глазами, а вас за каждое сопротивление сажать. Вот, к сожалению, что ждет Казахстан в ближайшие 15 лет. Опустошится. 30% населения уедут. Обеднеет очень. И экономика уйдет на 30
лет назад. И только потом из руин это начнет подниматься. Придет сильный человек, но не сейчас. Мне жаль, я бы хотела сказать что-нибудь хорошее. Но я не могу сказать то, чего нет. Даже если мне за это угрожали и оскорбляли. Но было время, когда Казахстан был на коне, а я говорила, что придет в скором времени очень страшное время. Никто не хотел верить, и все хотели меня закидать камнями. Но время показало ни раз, и не два, и не три, что все, что я говорю, именно так и сбывается. Силы вам и терпения, и самое главное, мудрость. Всем удачи!